Глава 4. 11 выстрелов. «Следствие установит истину», — сообщил представитель МВД России в ноябре 1996 года. Москва, воскресенье, 3 ноября 1996 год, 5 вечера. Свет уже уходил. Московский ноябрь не извиняется за свою темноту. Она наступает рано, без переходов. К 5 город давно перешел на внутренний свет, холодное сияние витрин, янтарные лужицы фонарей на набережных, гул метрополитена под землей, бьющееся сердце города, не останавливающегося ни на минуту. Пол Тейтум вышел из гостиницы «Рэдисон Славянская» и направился к станции Киевская. С ним шли телохранители, их количество в разных источниках разнится, но сам факт сопровождавших не вызывает сомнений. На нем, как и в последние месяцы, был бронежилет. Он шел навстречу. С кем, зачем и кто ее назначил, на эти вопросы российское следствие так и не нашло должного ответа во все последующие годы. Подземный переход у Киевского вокзала был типично советским. Тоннель под шумным перекрестком, тысячи людей ежедневно, стены выложены кафелем оттенка казенного кремового, свет люминесцентных ламп ровный и без теней. Лица трудно различить, расстояние тяжело оценить. В тоннеле ждал человек. В руках автомат Калашникова АКС-74У, как позже установили по найденному оружию. Это короткоствольный вариант для ближнего боя. Когда Тейтум вошел в зону поражения, стрелок вышел вперед, с 5 метров открыл огонь. Он выстрелил 11 раз. Все 11 пуль попали в голову и шею. Бронежилет, та самая предосторожность, на которую Тейтум полагался, его не спас. Оружие упало на кафельный пол. Убийца спокойно ушел через тоннель и растворился в городе. Телохранители не преследовали его. Тейтум был еще жив, его доставили в больницу. Через несколько часов он умер. Ему было 51 год. Оружие нашли, стрелка нет. Первое, что нужно понять в деле об убийстве Пола Тейтума, насколько оно было обычным. Не в смысле чистоты, хотя и по этому показателю Москва в 1996 году била все рекорды. Заказные убийства стали предсказуемой частью делового ландшафта. Обычным по почерку, место людное, но со множеством выходов, оружие укороченный Калашников. Исполнитель проинформирован, действует быстро и чисто. Ни свидетелей, ни следов, ни конкретных улик. Классика того времени, заказуха, как тогда писали в криминальных хрониках, устранение по заказу, где между заказчиком и исполнителем тянется цепочка посредников, специально созданная, чтобы закон никогда не смог дотянуться до источника приказа. Москва в 96-м видела десятки таких сцен. Банкиры, бизнесмены, тележурналист, чиновник, один и тот же сценарий. Короткий всплеск профессионального насилия и тишина. Следствие с подозреваемыми, но без обвинений. Пресс-конференции с обещаниями и потом полное забвение. Дело Тейтума выделялось только одним. Он был американцем. Именно это заставило дипломатов и прессу шуметь. Следствие же дало ровно тот же результат, что и сотни других дел тех лет. Ничего. Точнее, ничего, что было бы предъявлено публично или доведено до суда. С самого начала расследование велось в тех условиях, которые и сделали убийства 90-х почти нераскрываемыми. МВД России возбудило дело сразу. Фигура была слишком заметной, чтобы промолчать. Американские СМИ взорвались мгновенно. Посольство США звонило в МИД уже через несколько часов. Конгрессмены, с которыми Тейтум ранее встречался, требовали объяснений. Госдеп выступил с заявлениями о глубокой обеспокоенности. Под давлением Конгресса ФБР предложила помощь, Россия согласилась, но только в форме обмена информацией, не допускавшей американцев к реальным следственным действиям. В 96-м этого и быть не могло. Чужие агенты вели расследование на российской земле, да это просто невозможно. ФБР допустили как наблюдателей. Они могли советовать, смотреть, но не вызывать свидетелей, не анализировать счета, не проводить допросы.
Они были гостями, и хозяева явно не собирались показывать им все. Версий было несколько. Все указывало на заказ, а заказ подразумевает заказчика, человека с достаточным мотивом, доступом к нужным людям и уверенностью в собственной безнаказанности. Умара Джабраилова допрашивали. Он все отрицал. Доказательств не нашли или не предъявили. Это зафиксированный факт. Другой факт: уже через несколько дней после убийства спор вокруг совместного бизнеса, из-за которого Тейтум и опасался, был решен полностью в пользу Джабраилова. Любое грамотное следствие начало бы с вопроса: кому это было выгодно? Ответ был очевиден. Что сделали с этим ответом, остается неясным до сих пор. Телохранители. Этот момент не дает покоя никому, кто когда-либо читал материалы дела. Тейтум знал, что за ним охотятся. Говорил об этом открыто. Нанял охрану именно из-за угроз. Его телохранители были не для вида. Но когда началась стрельба, они ничего не сделали. Не бросились вдогонку, не выстрелили. Просто стояли. Можно допустить и прагматичное объяснение. Все произошло за секунды, автоматная очередь в тоннеле, вокруг люди, паника. Возможно, они замешкались. Возможно, растерялись. Но есть деталь. Стрелок знал точное время выхода Тейтума и маршрут. Значит, кто-то сообщил. Кто мог знать его маршруты? Сотрудники, партнеры, телохранители. Следствие так и не установило, откуда утечка. Вопрос остается открытым уже 30 лет. Личность, с которой Тейтум должен был встретиться в тот вечер, не установлена до сих пор. Человек, который месяцами заявлял, что его хотят убить, вдруг покидает отель навстречу, о которой нет ни одной записи. Встреча могла быть деловой, могла быть ловушкой. Следствие ответа не нашло. Или не поделилось им с миром. Одно известно точно: кто-то знал, что он появится именно в этом переходе, именно в это время. Там и ждал стрелок. Контрактные убийства не бывают спонтанными. Это выполненный план. Все. От угла обзора до количества шагов. Все было рассчитано. Умение стрелка, точность попадания, бесшумный отход – все говорило о профессионале. Таких тогда в Москве было в избытке. Бывшие военные, спецназовцы, охранники без работы. Люди, умевшие убивать быстро и исчезать. Чтобы выйти на заказчика, следствию пришлось бы пройти длинную цепочку посредников. Каждый знал лишь предыдущего и следующего. Эта цепочка изначально была создана, чтобы оборваться, прежде чем дойдет до вершины. Она и оборвалась. Расследование зашло в тупик. Дело до сих пор не закрыто. В Вашингтоне реакция была громкой, но бесплодной. Конгрессмены требовали ответа. Госдеп давил через дипломатические каналы. ФБР просила доступа, звучали угрозы санкций. Москва слушала вежливо и делала по-своему. Для США, пытавшихся поддерживать Ельцина и реформы, один убитый бизнесмен не стоил дипломатического кризиса. Единственное реальное действие – негласный запрет на въезд для Джабраилова. Без объяснений, без бумаг, навсегда. Решение, говорившее все нужное, не произнося ни слова. Он так никогда больше и не получил американскую визу. Это был язык разведсообществ, действие, которое фиксирует вывод, но не раскрывает оснований. Оно не доказывало ничего, но ясно показывало, во что в Вашингтоне верили. Американская журналистка, расследовавшая убийство Тейтума, получила анонимный звонок. Голос на другом конце предупредил: интересоваться некоторыми вопросами по этому делу опасно. Она не остановилась. Опубликовала свой материал. Кто звонил, неизвестно до сих пор. Либо человек, знавший, что за этим стоит, либо просто попытка запугать. Этот эпизод показателен. В Москве середины 90-х подобные звонки были частью пейзажа. Любое расследование сопрягалось с риском, поэтому, как много историй того времени, остались с пустыми местами, которые никто не осмелился заполнить. Именно эти пробелы окружают и историю Тейтума. Кто организовал встречу, кто слил маршрут, кто дал команду стрелять. Были ли у следствия реальные подозреваемые? Ответов нет, и, вероятно, уже не будет.
Те, кто знает, мертвы или молчат. Публичная реакция Джабраилова была сдержанной. Он выразил соболезнования, отрицал причастность, не делал заявлений, которые можно было бы назвать торжеством. Вел себя как деловой человек, переживший трагическую смерть партнера и вынужденный теперь вести бизнес один. Впрочем, по Москве вскоре пошел слух о фразе, якобы произнесенной кем-то из его окружения: «Что посеешь, то и пожнешь». Джабраилов отрицал авторство, но именно эта фраза осталась в памяти, ее до сих пор цитируют, когда вспоминают ту историю. Ее знала и его дочь, когда почти 30 лет спустя сказала журналистам: «У московской больницы моего отца заставили замолчать». Подлинна она или выдумана, не так важно. Она точно выражала атмосферу времени. Тейтум годами угрожал Джабраилову публично, называл его по имени, говорил, что этот человек пытается его убить. В конце концов, его убили. А Джабраилов получил все, что тот создавал. В логике 90-х, логике Москвы после краха Союза, где справедливость редко жила в судах и почти всегда решалась между людьми, все выглядело закономерно. Не по закону, но по уличному коду. Не можешь закончить начатое, значит проиграл. Пол Тейтум не смог. И заплатил за это. После убийства его имя стало нарицательным для западных инвесторов. Кейс Тейтума, упоминали юристы, политики, дипломаты. Он стал предупреждением. В России 90-х коммерческий спор могли решить очередью из автомата в подземном переходе. И виновный останется на свободе. А сверхдержава, представителем которой был убитый, сможет лишь молча закрыть дверь и никогда не объяснить почему. Для Джабраилова урок был другим. Система, которую он однажды прошел, работает, если знать, как идти. Политические связи, институциональная инерция и хаос переходной эпохи оказались надежной броней. Она держалась долго, пока не треснула. Но это уже история следующих глав. В ноябре 1996 года Умар Джабраилов владел Рэдисон Славянской, Пол Тейтум лежал в земле в Оклахоме, дело было открыто, а Москва двигалась дальше. Москва всегда двигалась дальше. Это она умела лучше всего.